Здравствуйте. Давно ничего не снимал, не выкладывал. Наверстываю. У нас была вот такая куча доски. Она была раз 6 больше. И у нас есть 980 килограмм эпоксидной смолы. Нас просят залить полы. Сейчас я вам покажу, что за полы и как мы их делаем. Здесь еще работа идет. Доска заготовлена. Осталось сделать фартук вокруг печки и все ее сложить на место. Эта доска из сухостоя, как вы называете там, келла, как и сруб, или как вы также говорите, спил дома. Все делалось бензопилой. Сейчас пройдем, покажу, что у нас получается и выходит. Доска толщина 4 сантиметра, ширина всякая разная. Стыкуем вот таким макаром обзолистой части. Все запилки кривые, повторяющие форму наличника, начальника, или как его назвать еще. Вот этот шов между стеной и полом, зазор, щель, она оставлена для того, чтобы там проложить кабеля электрические. Это вот наши образцы. Что у нас в итоге должно получиться будет. Доска укладывалась, кромки все запиливались для того, чтобы уменьшить расход смолы. Так вот делаем переход с комнаты в комнату. Это сейчас уложенная доска. Она здесь сохнет, досыхает, так как влажность ее изначально была процентов 20. Доска лежала в подвале, напиталась сильно-сильно. Вот. Тут радиаторы встроенные в пол. Вот один. Там второй. Раскладку доски придумывали на месте. Проекта, как обычно, никакого не было. Длина доски тоже сильно плясала. Думали минимизировать раскрой. Доска по толщине сильно пляшет. Миллиметров 5-6. Не знаю, что получится. Сколько придется это вышлифовывать. Пока еще не знаю. Врать не буду. Такие полы делаю в первый раз. Сейчас вам покажу вторую половинку дома. Вот вторая половинка дома. Возможности сразу просушить доску там не было. Доска начала рассыхаться.
появились вот такие щели на стыках. Это коридор. Это тропа у нас называемая. Пойдет там через весь большой зал и в другую половинку. Тут бытуем. В конце должно получиться ровное монолитное покрытие, без всяких зазоров, без всего. Одна плоскость. Когда делали пробные образцы, обратили внимание, что вот этот обзолистый край, вот, грунтуй его, не грунтуй, сильно впитывает смолу и получается выделяет пузырьки воздуха, выходят. И они потом не пропадают. Изначально заливаешь, греешь, все уходит, ничего нету. Через 2 часа ничего нету. Через 10 часов появляются. Цвет смолы будет прозрачный. Так клиенты захотели. В щели ничего ложить не будем. Никаких ягодок, шишечек. Ничего. Что у нас в итоге получится, покажу вам в следующий раз, когда уже дойдем до заливки. А так, всем спасибо. До свидания.